Всем привет! Меня зовут Алена, и в сегодняшнем видео я хочу показать вам очень нежный букет на любой праздник, сделанный из бумаги. Так что приступаем! Еще в прошлом году я купила вот такую коробочку-конверт в цветочном магазине. Она у меня небольшого размера и очень такого красивого мятного цвета. И я все никак не могла подобрать именно те цветы, которые хотелось бы туда добавить. Как делать похожую коробку, только размером побольше, у меня есть видео, все ссылки оставлю в описании. Ну и наконец-то я нашла бумагу под номером 621. Она очень-очень хорошо подходит к цвету коробочки. И тут мое воображение разыгралось. Я начала делать цветочки, похожие на эустому, но немножечко по-другому. Первое, что нам понадобится, это совершенно любая тонкая проволока и тычинки. Складываем проволоку пополам, вклеим вовнутрь тычинки. Тычинок можете брать много, мало, хоть одну. Тут не принципиально. И сами лепестки. Сами лепестки размером будут 3 на 4 сантиметра. Складываем вдвое и вырезаем форму капельки. После чего я деревянной шпажкой подкручиваю лепесток сверху и растягиваем. На один такой цветочек я использую 5 лепестков, которые между собой склеиваю, накладываю один на другой где-то до середины, может даже чуть-чуть больше. Делаем веер. Склеили все лепестки, и теперь последний лепесток приклеиваем на первый. И у нас получается вот такая форма цветочка, похожая на эустому, ну и похожая чем-то формой на колокольчик. Вовнутрь вклеиваем тычинки. И снизу можно добавить еще листик. Я его делаю из тоненьких обрезков бумаги, которые у меня совершенно разные по размеру, но по ширине снизу не более 5 мм. И на один цветочек приклеиваю 3, 4, 5 таких чашелистиков. После чего нам нужно затейпировать ножку. Можно это делать при помощи тейп-ленты, если у вас подходящего цвета, или же при помощи бумаги, которую предварительно нужно растянуть. И у меня получается уже вот такой цветочек. Для маленького цветочка-бутончика я использовала 2 таких лепестка и делала все то же самое. И на этом этапе можно соединить уже по несколько цветочков в одну веточку. Я скручивала по 2-3 цветочка вместе. Получается очень интересная веточка, при том, что вы можете экспериментировать. Я считаю, что с любыми цветами можно экспериментировать, воображать. Это все-таки творчество. И можно собрать из таких цветочков, как один букет, также сделать из него большую веточку с цветами. Мне кажется, выглядит это очень-очень красиво. Таким образом, наша веточка очень похожа на колокольчики. После чего я уже опять задумалась, какого же цвета мне сделать следующие цветочки. И я все-таки выбирала между 620 и 17А3 и выбрала нежно-розовый цвет, из которого я решила сделать цветы что-то похожее на тюльпаны. Таким образом, чтобы делать их было легко и быстро. Я буду делать 5 так называемых тюльпанов. И на один цветочек нам понадобится 6 лепестков размера 3 на 7,5 см. При вырезании снизу я оставляю небольшую ножку, чтобы было удобнее клеить. Теперь сама основа у меня будет из фольги. Беру шарик не больше 2 см в диаметре и обклеиваю его бумагой. Можно обклеивать, а можно обмотать ниткой.
Основа готова, и приклеиваем лепестки. Первым слоем 3 лепестка друг за другом, ну а вторым слоем тоже 3 лепестка в шахматном порядке. Если ваш цветочек очень сильно разворачивается, можно подклеить сами лепестки к основе. И вот мои тюльпанчики готовы. Я сделала также небольшие веточки с листиками и веточки что-то похожее на пальму. Я их называю так. Как их сделать, видео тоже есть на канале. Теперь будем делать саму композицию. Я тут пока сидела, нечем было заняться, я взяла вот этот кусочек мешковины и просто его вставила вовнутрь коробки. Мне очень понравилось, как он смотрится. Поэтому буду его использовать, почему бы и нет. В этот момент захотела сделать свою работу немного более похожей на деревенскую, что ли. Кстати, мешковина смотрится красиво даже в сочетании просто с цветами, как упаковка. Теперь сама коробка. Я хочу, чтобы мой конвертик можно было подвесить, поэтому сверху дыроколом я делаю дырочку. Ну и, конечно, вовнутрь нам нужно вставить кусочек пенопласта, пенополистирола, все, что у вас есть. Сверху обклеиваю бумагой. Но если вы хотите, чтобы ваша работа стояла на столе и не падала, то вам придется сделать утяжелитель при помощи совершенно любого раствора. Мне все-таки нужна композиция легкая, поэтому я беру кусочек пенополистирола, обклеиваю сверху его бумагой, снизу это делать не буду, так как ее все равно будет не видно, и обклеиваю с краю самой мешковины. Таким образом, чтобы ее можно было вытягивать вверх-вниз, это получается я закрепляю начало и конец мешковины. На свой пенополистирол я наношу снизу клей и приклеиваю основу в коробочку. После чего распрямляю мешковину, и как видите, за счет того, что ее сильно не закрепляла, ее можно вытянуть на нужное расстояние и загнуть. Вот такая основа получается. Все, что нам остается, это поместить все цветочки в коробочку. Делала я это в том порядке, как мне нравилось, куда мне хотелось ставить цветочек. Никаких правил я при этом не придерживалась. Просто вставляла цветы, где хотела. С одной стороны я поместила 3 тюльпана, а с другой 2, после чего добавила уже мелкие цветы и листья. Большие цветы я не сажала на клей, так как они хорошо внутри держатся. Ну а мелкие я, конечно же, приклеивала.
Ну и вот, что у меня уже получается, и как я сказала, мне хотелось добиться немного такого деревенского стиля, поэтому снизу я добавила вместо какой-нибудь атласной или репсовой ленты именно рафию самого простого натурального цвета. Делаю сверху петельку, чтобы можно было нашу композицию подвешивать. И на этом моя работа готова. Мне очень нравится результат, мне очень нравится сочетание цвета. Кстати, заднюю сторону именно конверта вы можете тоже обклеить какой-нибудь бумагой. Вам не нравится именно изначальный вид коробочки. Но коробочки подобного плана продаются в цветочных магазинах. Ну а если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну и, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч. Пока-пока!